Манчестер Сити, Реал Мадрид. Почти все моменты в этом матче были после прессинг-действий, это мы и разберем сегодня. Посмотрим, как Сити располагались при атаке и какие маневры совершали на флангах. А также подведем итог, чем же хорош Реал Мадрид и чего нам стоит ожидать в ответном матче на Бернабеу. Не будем тянуть, начнем. Итак, уже с первых минут картинка у Сити четко прослеживалась и сработала. Суть была в следующем. Инсайды поднимались в высокие позиции и создавали треугольники со своими крайними игроками на флангах. Задача инсайдов врываться в зоны между крайними и центральными защитниками Реала, в зону полуфлангов. В современном футболе это самый эффективный метод вскрытия линии защиты, так как в ходе перестроения защитника возникают разрывы и пространство, а также небольшой миг, чтобы использовать это самое пространство. Этого и хотел добиться Гвардиола за счет треугольников на фланге. Видим, как Бернардо вбегает в эту зону, Алаба реагирует на это и не может встретить Мореза, когда тот смещается в середину. Такое движение от Бернардо создало дополнительное пространство для Мореза, и в итоге он смещается в середину и выполняет передачу. И далее Де Брюйне врывается в ту же самую зону и использует тот самый миг, который понадобился Карвахалю, чтобы перестроиться уже. Отметим, что если бы Карвахаль начал это делать раньше, то тогда был бы свободен Фоуден. В этом и есть сила структуры и правильного расположения игроков Гвардиолы. 1-0. Такие треугольники наблюдаются у Сити на протяжении всей игры. Игроки могут меняться и крутить треугольник под разным углом, но сама фигура, она остается неизменной. Видим, куда вбегает инсайд. Здесь же Де Брюйне и Фоуден поменялись позициями, но принцип остается тот же. Именно Фоуден теперь вбегает в то же самое пространство. Второй гол начался именно с такого маневра. Благодаря одновременной смене позиций между Де Брюйне и Фоуденом, Карвахаль снова стоит перед выбором между двумя игроками, и Фоуден из-за этого получает пространство впереди. Это заставляет перестраиваться защиту Реала, Карвахаль и Эдер Милитао, они поменялись позициями. И так как Карвахаль по сути стал центральным защитником, и он выдвигается на Де Брюйне, по правилам его позицию должен закрывать опорный, а именно Тони Кросс. Но Тони ошибся позиционно. Находился бы он в правильной позиции, ситуация была бы 3-3, и я думаю, мяч был бы перехвачен им же. А так счет становится 2-0. А теперь о самом интересном матче. О разнице в прессинге Сити и Реал Мадрида. Именно на этом элементе были созданы почти все опасные моменты в матче и голы, а также строилась картинка, кто будет иметь больше доминирования в матче. Давайте объяснять. Сити прессинговал в схеме 4-4-2, именно высокий прессинг приносил им много отборов и помогал контролировать ход матча, ведь они постоянно быстро возвращали себе мяч. Очень важный момент в этом прессинге, который я хочу, чтобы вы запомнили. Тони Кросс очень часто опускался ближе к защитникам для помощи в билдапе, и за ним всегда шел один из опорных Сити в этом матче, или Родри, или Бернардо Силва. Вследствие это создавало дополнительную компактность и помогало в успешности отборов. А вот Реал старался также часто встречать высоко Сити, но это было не так успешно. Этому способствовало движение Де Брюйне из центра на фланг. Таким образом, он вытягивал за собой одного из игрока середины поля, и это создавало пространство и, самое главное, линию передачи для продвижения мяча. Вследствие именно так Сити проходил давление Реала. Вот еще один пример. Лепорт двигается в свободную зону именно благодаря такому открыванию от Де Брюйне, и Сити успешно проходит прессинг. И при этом обратите внимание на тот самый треугольник, на то, как игроки меняются позициями, и это путает игроков Реала. Но при этом Реал тоже оказывал достойное давление, и не в каждом моменте Сити могли выйти через короткий пас. Иногда они не стеснялись вылазить через заброс. И главное их отличие с Реалом в том, что сливочные били в зону за спинами игроков, а вот Манчестер Сити как раз таки в таких моментах делал нацеленный заброс на центрального нападающего с заполнением зоны подбора. И в таких ситуациях по итогу защита Реала сыпалась, и именно после таких моментов Сити могли делать счет 3-0 в этом матче. Но Фодена и Мореза тут подвела реализация. Как итог, Сити были лучше в своем прессинге, отбирая много мячей и захватывая преимущество, и были лучше при прессинге Реала, вскрывая его двумя разными способами, при этом создавая опасные моменты. И вот мы подошли к теме, чем же хорош Реал Мадрид. Сила этой команды очевидна в ее исполнителях, как бы это банально ни звучало, а точнее в исполнительском мастерстве этих игроков. Ни одного опасного момента до 32-й минуты Реал не создал, но уровень Карима Бензема настолько летальный для соперника, что он воспользуется даже полумоментом и реализует его. Это и есть тот самый высший класс игроков, когда ты с минимума способен выжать максимум. Это касается не только француза. Все игроки Реала на таком высоком уровне, что им не нужны столь мощные командные действия
действия. Им достаточно немного пространства и своевременного открывания, и они конвертируют это в гол. Вспомните передачи Модрича в первом и во втором матче против Челси, когда он ассистировал Бензема и также его сумасшедший пас на Родриго внешней стороной стопы. Как итог, первый тайм заканчивается 2-1, хотя Сити могли забивать вообще 4, а Реал, по сути, и на 1 не наиграл. Второй тайм практически ничем не отличался. Высокий прессинг от Сити, после которого Реал бил мяч с зоны и терял его. А Сити как раз таки имели еще один момент после прессинга Реала и целенаправленного заброса на нападающего. Снова защита Реала сыпется, и снова Марес и Фоден не могут реализовать свой момент. Забавно, да? Но Фоден все же исправился и забил после передачи Фернандиньо, который снова же после высокого прессинга отобрал мяч и отдал голевую. Но здесь мы остановимся и разберем момент подробнее. Я просил вас запомнить то, как один из опорных Сити выдвигается на кросса. Помните? И мы видим это здесь. Бернардо играет по кроссу, а Родри движется далее по Модричу. В дальнейшем на него перестроится Рубен Диаш, но при этом изначальная позиция Диаша позволяла подстраховать Фернандиньо и в случае необходимости выдвинуться при этом и на Модрича. Поэтому Ферна и пошел в перехват так уверенно, не боясь проброситься. Проходит 2 минуты и забивает Винисиус. Почти что идентичная ситуация, но давайте разберем, что произошло не так в этом моменте у горожан. Суть вся в том, что игроки Сити поменялись позициями в момент прессинга. Бернардо был на позиции Мореза, Морез на позиции Жезуса, а сам Жезус на позиции Бернардо, то есть опорного. Еще раз вспоминаем, что именно опорный выдвигается на кросса в момент прессинга в структуре Сити. И Жезус с ним и находился изначально, но почему-то принял решение перестроиться на Модрича и оставил кросса одного. Затем он передумал и начал двигаться обратно, так как увидел, что с хорватом доигрывает Рубен Диаш. И в итоге у кросса в этот момент появилось много пространства, и он без игрока. Именно через него Мадрид строит атаку, в это время Бернардо бросает Менди, перестраивается на немца, но не успевает. Но самая глобальная проблема Сити была в том, что Диаш в этот момент он бросил по сути свою зону для этого прессинга, и из-за этого он не мог подстраховать Фернандиньо. А если бы изначально Жезус действовал по кроссу, ситуация вполне могла бы закончиться таким же выносом от Реала, как и в предыдущих моментах. Ну и Лапорт, конечно, мог бы изменить ситуацию, но побоялся перестроиться, хотя Зина уже был рядом, и ему стоило это делать. Цепь ошибок, которая привела ко второму голу Реала. Реала, который, как я уже не раз говорил ранее, имеет игроков настолько высокого уровня, что накажет за малейшую ошибку. Еще раз эти слова подтверждаются. По сути, Винисиуса не было видно почти что всю игру, но только дай ему столько свободного пространства, и он сразу же покажет, почему стоит 100 миллионов сегодня, и почему он является одним из лучших игроков в такой манере игры. Вы помните о треугольниках Сити на флангах. Я получал колоссальное удовольствие от того, как взаимодействовал треугольник слева в исполнении Зинченко, Фоудена и Де Брюйне. Понимание друг друга у этих игроков на самом высоком уровне. И четвертый гол в каком-то смысле можно связать с тем, что я говорил вам на протяжении всего видео. Похожий треугольник и похожее расположение игроков, каким оно было в начале матча. Просто здесь момент был более хаотичный. 4-2. Ну а затем третий гол Реала с пенальти. Лапорт снова неудачно сыграл, но я не хочу кого-либо здесь критиковать. В итоге Мастер оформляет дубль в этом матче. И судя по празднованию, мы можем понять, что Реал полностью устраивает поражение в 1 гол на Этихаде. И они готовы бороться и показывать себя на Бернабеу. 4-3, и действительно, все самое интересное нас ожидает в ответном поединке. Посмотрим, как будет в Испании. Напишите свое мнение в комментариях, кто на ваш взгляд ближе к финалу Лиги Чемпионов. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо вам за внимание.